Сделаем обзор основных горнолыжных курортов России. Если вы только начинаете кататься во фрирайде, идеальное место, чтобы попробовать себя в пухлом снегу. Хотите что-то пожестче? Без проблем. Захотели, ворвались в лес, прыгаем по пампушкам, снега до хрена, взрываем паудер, кайфа немерено. Ручей прямо рядом с вами течет, то есть вы прям с ним на перегонки. Опасность реальная, друзья. Это приключение. Вы как Индиана Джонс, реально. Но эмоции незабываемые. Виды сумасшедшие. Адреналин зашкаливает. Потому что это реальная дикая природа. Нигде в России нет такого большого количества трасс в одном месте. Кого мы еще здесь увидим? Снежного человека. Что еще нас может так удивить? Я не понял, как такая красота прячется где-то в России. Хоп, выезжаешь на ледник, прыгаешь с ледника, а ощущения неописуемые. Это идеальное место, чтобы закончить сезон. Постоянно какие-то препятствия на пути к наслаждению, которое должно быть у вас, когда выпадает пухлый снег. Привет, я Алексей Соболев, и сегодня сделаем обзор основных горнолыжных курортов России. Будем сравнивать их по следующим критериям: катание во фрирайде, трассовое катание, инфраструктура и, конечно же, красота природы. Погнали! Будем сравнивать такие курорты, как Шерегеш, Красная Поляна, Кировск, Домбай, Эльбрус и Архыз. Высота каждого курорта разная. Разные климатические условия. Где-то больше снега, где-то меньше. Где-то его выдувает сверху, например, как на Эльбрусе. Но здесь сейчас мороз в Шерегеше в начале сезона. Все постоянно меняется, нужно к этому быть готовым. Третий сезон, катаюсь в горнолыжных костюмах от Версты. На мне сейчас комбинезон. Также есть отдельно куртки и штаны абсолютно в разных цветовых сочетаниях. Кто-то выбирает горнолыжный костюм, потому что они очень красивые, потому что они хорошо сидят. И я понимаю, это важно, 100%. Для меня не менее важна технологичность. То есть в первую очередь это вес изделия. То есть если вы потрогаете, оно настолько легкое, что даже непонятно, что это горнолыжный костюм какой-то. Очень важна паропроницаемость и водонепроницаемость. Такие сложные понятия, да, простым языком объясню. Вот идет мокрый снег или просто снег. Нужно, чтобы он не налипал на вашу куртку, а нужно, чтобы он просто с нее скатывался. И комбинезон или куртка, чтобы они влагу не пропускали, чтобы вы не становились мокрыми. А паропроницаемость, например, вы во фрирайде катаетесь или на трассе, то есть жестко напрягаетесь, у вас тело начинает вырабатывать пар, то есть вы начинаете потеть. И вся эта влага, она не должна задерживаться, она должна выходить. И, соответственно, вы не будете мокнуть, соответственно, вы не будете мерзнуть. Чуть не забыл рассказать, почему костюм легкий, потому что это бесподкладочный мембранный горнолыжный костюм. То есть что это такое? У меня здесь нет утеплителя. Поэтому я могу, например, сейчас минус 20 в Шерегеше. Я надел термобелье, я надел флиску и надел горнолыжный костюм. И мне комфортно, мне не жарко. Только у нас температура опустилась до минус 5. Все, я убрал флиску, надел термобелье и поверх термобелья горнолыжный костюм. И мне опять не жарко, мне опять супер. Вот что значит технологичная одежда. Поэтому, ребята, советую Версту вам, катаюсь в ней уже, как и говорил, третий сезон. Поэтому по моему промокоду Соболев можно получить скидку у ребят. Ссылочку на них оставлю в описании к этому видео. Обязательно переходите, посмотрите, что они, какие вещи создают. Ну а мы продолжаем. Почему мы сравниваем эти курорты? Мне было важно, чтобы в одном месте люди могли покататься по трассам. Кто не хочет, поехал во фрирайд. Кто вообще не хочет кататься, смог отдохнуть, провести время, чтобы была для этого инфраструктура. Поэтому
Многие курорты, которые вы знаете, не попали в этот список, и я сейчас вам объясню почему. Первое, что приходит в голову, это Камчатка. Я там побывал недавно. Великолепные виды, сказочные вулканы, катаешься на хелиски, катаешься на снегоходах, виды на бухту. Даже много горнолыжек в Петропавловск-Камчатском, целых 5 или 6 штук на один маленький городок. Но тут надо выбирать. Либо вы едете кататься во фрирайд, на хелиски, на снегоходы, либо вы приезжаете покататься на горнолыжках. Все это находится абсолютно в разных местах, и инфраструктура для всего этого, она, как сказать, то есть это не горнолыжный курорт, это просто Камчатка. Вот, соответственно, этот вариант отпадает, но если вы хотите зависнуть на хелиски, покататься с вулканов, это прекрасное место, идеальное. Попадайте вообще в Нарнию, другой мир открывается. Один раз точно стоит побывать. Также не попали курорты сибирского региона, такие как Приисковый, Ергаки, Мамай, также курорты Алтая. Почему? Потому что, в принципе, горы напоминают Шерегеш. Одна и та же область. Количество снега тоже похожее. И с точки зрения фрирайда, трассового катания и инфраструктуры, Шерегеш выигрывает у всех вот этих курортов именно в совокупности вот этих критериев. Фрирайд, трассовое катание, инфраструктура. Поэтому их мы отсекаем и обсуждать не будем. Также есть курорты на Дальнем Востоке, Амут и Халдами. Поправьте, если неправильно сказал. А также горный воздух. Друзья, признаюсь честно, я не был в этих местах, не был на этих курортах, но посмотрел обзоры и фрирайда, и трассового катания. Зашел на сайты к горнолыжкам, посмотрел вариативность трасс и в целом посмотрел даже высоту гор. В целом это очень сильно напоминает Шерегеш. Очень неплохое развитие вот этих мест я наблюдаю, но все же Шерегеш по своей развитости выигрывает у них. Поэтому мы также их не рассматриваем, но все равно имейте в виду, что они есть. Если вы живете в этом регионе, то можете их посетить. Горный воздух многие рекомендуют. Мы будем оценивать все курорты по 4 критериям от 1 балла до 10. В конце суммируем баллы и смотрим, какой же курорт чемпион. До этого момента вы можете написать в комментарии, друзья, как вы считаете, кто победит. Сколько мы уже стоим, у меня уже глаза просто выжглись. Может, маски заснять? Глаза устали. Ребята, имейте в виду, солнце сильное. Всегда берите с собой маску, особенно правильную линзу, чтобы она защищала от ультрафиолета. Покупайте, кстати, наши маски, невероятно красивые. На всех видосах вы видите меня в этой маске, в которой катаюсь уже 3-й сезон. Полностью доволен, в кайфе невероятном. Ссылочка в описании. На всех курортах, которые мы сегодня будем обсуждать, я побывал, я пожил, я покатал, поэтому знаю, о чем буду говорить. И именно тут хочу сделать важное объявление, потому что мы сделали полноценные обзоры на каждый из курортов, о которых я сегодня буду рассказывать. Ссылки на эти обзоры в описании к этому видео, а также постараемся не забыть сделать подсказочки. Не переключайтесь, будет интересно. Первый критерий, который будем обсуждать – фрирайд. Шерегеш. Высота горы 1300 метров. Если вы только начинаете кататься во фрирайде, это просто идеальное место, чтобы попробовать себя в пухлом снегу. Очень много маршрутов прямо с подъемников. Также есть заброски на снегоходах, заброски на ротраках в совершенно далекие места от горнолыжки. То есть вы всегда там найдете пухлого. Немаловажно сказать, что сезон там начинается в ноябре, это самое раннее открытие сезона. За это все и любят Шерегеш, что там выпадает по 1,5 метра снега. Но если вы опытный райдер, хотя бы средний уровень или выше, то Шерегеш становится для вас абсолютно неинтересным. Почему? Потому что это мекка положняка, друзья. Когда вы встаете, направляете сноуборд или лыжи вниз, и вам не нужно поворачивать.
потому что настолько нет уклона, что можно доставать телефон, проверять Инстаграм и отвечать всем в директ, пилить сторис, все, что вы хотите. В общем целом, перепад высот в Шерегеше небольшой. То есть участки с сильным уклоном, но они настолько короткие, что они пролетают просто как вспышка перед вами. Ну и, конечно, лесное катание – это просто сказка, потому что лес не супер густой, то есть можно находить интересные площадки, где вы объезжаете деревья, наслаждаетесь этими елочками, этими видами. Общий итог. Я ставлю оценку по фрирайду в Шерегеше 5 из 10. Объясню, друзья. Для меня 5 из 10, потому что для райдера опытного скучно. Но если вы только начинаете, я думаю, что для вас катание во фрирайде шерегешевском будет 8 из 10, 7 из 10. Но я все-таки определился. 5 баллов из 10 для Шерегеша во фрирайде. Красная Поляна, максимальная высота 2300 метров. Супер снежное место. Именно поэтому туда приезжает большинство фрирайдеров из России. Отказаться от такого просто невозможно. На Красной Поляне находятся сразу же 3 курорта. Роза Хутор, Газпром и Горки город. Соответственно, очень много маршрутов прямо с канаток. Невероятное количество. Я думаю, что это самое большое количество маршрутов во фрирайде, если вы катаетесь с подъемников. Разная сложность маршрутов, как для новичков, так и для очень опытных райдеров. Не зря на Альпике и на Роза Хутор проходят соревнования FVQ. Приезжают много райдеров со всей России, соревнуются. То есть, понимаете, да, уровень курортов, уровень маршрутов, какой имеется. Также для новичков рассмотрим Альпику. Можете просто меж трасс вжарить и насладиться. Лайтовые маршруты, кайфа дофигища. Южный склон Роза Хутор тоже великолепно. Небольшой уклон для новичков прекрасно. Хотите что-то пожестче? Без проблем. Северные склоны Роза Хутор, Кулуар, Суицид, ФВТ, Крейзи Хутор. Вам о чем-нибудь это говорит? Мне говорит о многом. Говорит о диких уклонах, дропах, скалах, реальной опасности, друзья. Вариативность очень-очень большая. Захотели, ворвались в лес, прыгаем по пампушкам, снега до хрена, взрываем паудер, терн здесь, терн там. Кайфа немерено, леса немерено, он комфортный, не супер частый. Ну, сучий кайф. Захотели, ворвались в кулуар. Такие кулуарчики с дикими уклонами. Северные склоны Роза Хутор. В Суицид залетели. Просто на диких ходах рассекаем в этом кулуаре. Да, опасно, никто не спорит. Возможно, это даже не я на этом видео сейчас еду. Но кто знает. Главное, чтобы вы понимали, очень разные рельефы, разные маршруты. Что сказать про Ржаной ручей? Прыгнули туда и едем. Ручей прямо рядом с вами течет. То есть вы прям с ним на перегонки. Бам, кто быстрее, хоп, водопад. Что делать? Конечно же, прыгать с него. Хреначим с водопада. Дальше едем по пампушкам. Опасность реальная, друзья. Пампушка провалилась, вы уже на дне ручья. И, соответственно, быстро просушились, искупались, поехали дальше. Это приключение. Вы как Индиана Джонс реально. Врываетесь непонятно через какие-то передраги, и все, вы потом живы внизу. Кайфуете от этого дня катания. Примерно вот так это выглядит. Одна важная особенность фрирайда в Красной Поляне. Когда идет снегопад, то есть видимость очень плохая. То есть прям можно не видеть там в 10 метрах, что происходит. Как кататься, непонятно. Но на Красной Поляне это реально. Потому что там верха закрыты из-за лавинной опасности, низа открыты. В низах есть много лесных участков. Снегопад валит, ну просто метр выпал, и он не останавливается, продолжает валить. Как можно сидеть дома? Я не понимаю, поэтому и не сижу. Врываюсь с ребятами по лесу. Леса, едешь, там дерево лежит. Через дерево перепрыгнул, дальше едешь.
И это все возможно, когда идет сильный снег. Ну, то есть для кого-то это плохая погода, для нас в Красной Поляне это прекрасная погода. И даже в такую погоду можно получать неистовое наслаждение. Это очень-очень большой плюс Красной Поляны. Еще в Красной Поляне есть хелиски. Можете прямо с Красной Поляны улететь, ну, покатать свежего пухлого снега, прям в дикой природе. А также можно доехать за 1,5 часа до Абхазии, и там тоже есть хелиски. Представляете, какая опция невероятная. 70 тысяч, насколько я помню, стоит один летный день, но эмоции незабываемые. Виды сумасшедшие, адреналин зашкаливает, потому что это реальная дикая природа. Общая оценка фрирайду в Красной Поляне 9 из 10. Ужасно получилось. 9 из 10, друзья. Не знаю, чего не хватило, вот какого одного балла не хватило, но я привередливый перфекционист, всегда считаю, что нет предела совершенству. Фрирайд в Кировске. Высота горы 1000 метров. Сначала я подумал, как можно обсуждать и давать оценку тому, чего нет. Но мы побывали в Кировске, мы покатали во фрирайде. Что можно сказать? Фрирайд притрассовый, очень предсказуемый, потому что нет лесов, нет особо дропов каких-то. Поднялись, и перед вами поля. Причем поля довольно пологие. Мне кажется, от 10 таких спусков вам должно наскучить 100%. Голова начнет кружиться, потому что вам будет казаться, что вы едете по одному и тому же маршруту. То есть день сурка какой-то. Лично для меня было такое ощущение. Плюс, это же еще север, там еще ветра в течение сезона, жопу можно отморозить вообще на раз-два. Также хочется рассказать про 25-й километр. Этот курорт называется Кукис-Вумчор. Находится он очень рядом. Там дела обстоят поинтереснее. Уже с подъемника вырисовываются какие-то маршруты. Есть хотя бы какой-то уклон. Подъемник, который тебя поднимает туда, это орудие пыток, бесспорно. Также на другую сторону горы можно уезжать, и там даже есть множество каких-то дропов интересных. С логистикой потом проблемы. Оттуда те какие-то снегоходчики должны забирать, либо таксисты, потом опять куда-то увозить, а спуск буквально и все, вы уже внизу. Ну, какое-то разнообразие есть. То есть все факторы как-то вот так вот накладываются друг на друга, что становится очень и очень грустно, друзья. И за такую историю я могу предложить Кировску 3 балла из 10. Домбай, высота гор 3000 метров. Хотя, конечно, катаетесь вы с высоты чуть ниже. Первое, о чем хочу рассказать, это южный склон. Офигительно широкие поля. Средний уклончик приятнейший. Подходит как для новичков, так и для ребят со средним уровнем катания. Для более опытных есть мощные дропы, с которых я даже засандалил пару прыжков. Еле как уехал, что-то там на жопу упал, но кайф однозначно получен. Широкие поля в сочетании с хорошим уклоном доставляют удовольствие, поверьте. Также есть какие-то там кулуарчики, через которые мы проехали. Бомбезно было. Есть на южном склоне лес, который находится чуть ниже середины горы. С него тоже ребята катают, но нам не удалось заехать туда. Но по обратной связи от ребят могу сказать, что там тоже неплохо и приятно. И северный склон Домбая — это произведение искусства, потому что я туда попал после катания в Красной Поляне и был в восторге. В начале вы прыгаете с какого-то карниза, едете, потом перед вами невероятное поле с диким уклоном. Делаем терн направо, терн налево, повороты, а адреналин хреначит. Потом смотрим, чуть-чуть повернулись, какой-то дроп метров 5 с дикой скалы. На следующей попытке прыганули с него. Дальше едем, еще одно поле, очень много камней, очень много вариативности по прыжкам, по дропам. Можно прямо подряд 4-5 штук отпрыгать, кайфануть невероятно. Вы думаете, это все? Нифига. Дальше едешь, какой-то кулуар. Нифига себе, кулуар. Ну почему по нему не проехать? Вжигаешь по кулуару, балдеешь. Потом выезжаешь на какой-то ручей, едешь по ручью. Представляете, насколько много разнообразия в одном спуске. Спуск длинный, интересный. То есть
ты прям едешь, как будто у тебя экскурсия по Домбаю. Вот в таком вот антураже, в таких разнообразных маршрутах, сложных, простых. Там, конечно, для новичков будет сложновато, среднячки, уровнем повыше, ребята, для вас будет прекрасно. Какие же минусы есть? А минус один основной, что на север, если уезжаете, нужно будет добираться на такси до подъемников, потом очень долго подниматься, плюс с подъемников до точки там старта нужно пройтись минут 15, все это занимает время. Если на улице Powder Day, а вы тратите время на хождение по курорту пешком, конечно, вы теряете прекрасные минуты катания, и в этом основной минус Домбая. Второй минус в том, что маршрутов не так много. Особенно при трассового катания, вот. Вне трасс, если вообще уезжаете, маршруты есть, но не так много, например, как в Красной Поляне. Вот, собственно, и все. Ставлю Домбаю 7 баллов из 10. Эльбрус. Высота горы, с которой можно начать кататься, 3800 метров. Бескрайние возможности фрирайда, но с одним условием. 1/3 спуска, лютый положняк, по которому ты едешь, скучаешь, зависаешь опять в Инстаграме, разгребаешь все сообщения в директе, ковыряешься в носу, вспоминаешь, что ты ел на завтрак и что ты будешь есть на ужин. Действительно, устаешь от этого. Очень хочу отметить то, что здесь много полей, по которым могут новички и райдеры со средним уровнем катания офигительно на расслабоне вжигать. То есть приятное времяпровождение. Предсказуемые маршруты, не надо ничего там мандражировать, все видно, понятно. И вот с одной стороны это хорошо для новичков, а с другой стороны для более опытных райдеров это становится скучно. Я уже здесь покатался месяц, и мне маршруты уже наскучили, потому что они очень похожи друг на друга. Если говорить про притрассовый фрирайд, здесь очень много дропов, около там 6 маршрутов притрассового фрирайда, довольно интересных. Мы с ребятами собрались и все эти дропы порвали просто в клочья. Но, опять-таки, через месяц катания здесь, я уже смотрю на эти дропы и объезжаю их стороной, потому что они однообразные. Даже эти маршруты, они, приедаются немножко. Если мы уезжаем далеко от подъемника, можно встретить ледники. Хоп, выезжаешь на ледник, прыгаешь с ледника, ощущения неописуемые. Дальше Терскольское ущелье. Перед нами кулуар с дичайшим уклоном. Я в него заезжаю. Левый поворот, правый. Камень. Проскользил по камню. Я не представляю, если бы сейчас там была зима, было бы много снега. Очень опасная ситуация, очень опасный спот. То есть для довольно продвинутых ребят. Вариативность все-таки имеется. Также Гарабаши. Заехали на этот маршрут. Скала справа, скала слева, какой-то ручей, мы едем его, перепрыгиваем. То есть тоже какая-то движуха. В целом мне очень понравилось, но если гору сократить в 2 раза, вот эти маршруты фрирайд, выкинуть весь положняк отсюда, оставить дропы, леднички, какие-то ущелья, какие-то кулуары, то просто будет загляденье, будет чистый кайф. Но пока имеем то, что имеем. И несмотря на это, я ставлю оценку Эльбрусу 7 баллов из 10. Архыз. Высота горы, с которой можно кататься, 2500 метров. Гора высокая, уклончики есть очень хорошие. Несмотря на это, маршрутов во фрирайде катастрофически мало. Боже мой, я настолько расстроился, когда приехал туда и покатался во фрирайде. Особенно, когда мне сказали, и это все. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все, окончено. Мы попытались заехать в знаменитый Архызский лес. Это как Шерегешский положняк. Очень плотный лес, в котором невозможно проехать. Вы просто туда заезжаете, попадаете как будто в сетку рыболовную и оттуда не выехать. Но все-таки мы нашли на Архызе лесок. Европейский альпийский лес. Чтобы туда мы пробрались, мы там сквозь какие-то кусты минут 20 прорывались. Потом нам показали еще один лес. Мы такие: вау, класс, супер. Реально насладились спуском. Пришлось идти потом пешком вверх минут 15. Да что ж такое-то, а? Ну вот какие-то вот
Постоянно какие-то препятствия на пути к наслаждению, которое должно быть у вас, когда выпадает пухлый снег. Несмотря на это, все-таки какие-то пару маршрутов есть на Архызе. Ну, тут, честно говоря, все печально. Если хотите пойти в ски-тур на Архызе, там есть много интересных маршрутов. Но мы это не рассматриваем в этом видео. Поэтому я ставлю оценочку 4 балла из 10 Архызу. Подведем промежуточные итоги. На первом месте Красная Поляна 9 баллов. На втором месте Домбай 7 баллов. На третьем месте Эльбрус также 7 баллов. Делят они эти два места. На четвертом месте Шерегеш 5 баллов. На пятом месте Архыз 4 балла. И на шестом месте Кировск 3 балла. Ну а мы продолжаем. Сейчас будем сравнивать трассовое катание. Для нас важно, какое разнообразие трасс на курорте и качество подготовки склонов. Шерегеш. В Геше множество трасс для очень опытных ребят. Возьмем в пример Лоб, где очень сильный уклон, широченная трасса. Или в конце зелененькая, широкая. Там постоянно тусуются новички. Классно ее ратрачат, ну, загляденье. Также очень много трасс на секторе Е, на секторе А, на секторе Б. То есть в Геше вы не заскучаете. Действительно, даже за пару дней объехать все трассы не так просто. Есть один нюанс. Трассы не всегда готовят идеально. Очень часто замечаю, что какие-то камни, какие-то бугры, какие-то волны идут по трассам, то есть трассы неровные, наклонены. Это есть в Шерегеше. Также, если сравнивать с Красной Поляной, той же, трасса короче, очевидно, потому что гора ниже, соответственно, нет возможности сделать очень длинные маршруты. Хотя на секторе Е прекрасный спуск, долгий, офигительный. Разнообразие перепадов высот при этом спуске тоже интересное, то есть вы не заскучаете. Также в Шерегеше нет вечернего катания. То есть на секторе Е что-то там запускают вечерком, в парке покататься, но в целом этого у них нет. И на секторе Е есть небольшой мини-парк, где можно поджибить и там подпрыгнуть на паре. На какой паре? На маленьком трамплинчике. По крайней мере, такая ситуация была в прошлом году. Ставлю оценку по трассовому катанию в Шерегеше 6 баллов. Курорты Красной Поляны. Я думаю, что вы угадали. Трассовое катание здесь самое разнообразное и впечатляющее. Нигде в России нет такого большого количества трасс в одном месте. Есть как для новичков. Возьмем тот же Газпром, склоны, Лауры. Это вообще сказка и загляденье. Южный склон, Роза Хутор, великолепие. Хотите потренироваться? Альпика. Хотите потренироваться? Северный склон Розы Хутор. То есть везде есть и трассы для тренировок, и трассы для кайфа. Есть широкие трассы, есть узкие трассы, есть какие-то зигзаги, змейка идет, в лес заезжаешь, из леса уезжаешь. Очень немаловажный факт – вечернее катание на Красной Поляне. Это сказка сказочная. На Альпике особенно, одна из лучших, когда ты едешь, справа лес, слева лес. Также на Красной Поляне есть несколько парков. На курорте Горки город, который называется Красная Поляна, аж 2 парка. На самом верху в Цирке 2 большущий парк, который ребята делают для опытных райдеров, для новичков. И парк, который находится ниже, там больше история для новичков, там есть джибинг, там есть трамплинчики прямо в серию, несколько штук. Офигенно. На Роза Хутор также делают невероятно великолепный парк.
3 линии трамплинов, отдельные джип-секции. Я там покатался, постоянно получаю невероятный кайф. Особенно рад за новичков, для которых там сделали маленькие учебные трамплинчики. Поэтому ставим оценку курорту Красная Поляна 8 баллов из 10. Кировск. Трасс там меньше, чем в Шерегеше, но они стабильно широкие и комфортные, предсказуемые. В Шерегеше могут быть пошире, поуже, то есть ты постоянно едешь, меняется ширина. В Кировске стандарт качества. Великолепная ширина, офигительная подготовка. Лучше подготовленных трасс я в России не видел. Возможно, там есть какие-то курорты Абзакова или Мраткина. Вы в комментариях напишите, кто там катается в карве, кто там слаломист и так далее. Кировск запомнил, он прям в моей душе запал. Это идеальные трассы, идеальнейший вельвет, хрустящий. Но в сухом остатке трасс не так много. И они довольно предсказуемые, то есть они похожи друг на друга. Поэтому тоже надо это учитывать. То есть в Шерегеше больше трасс, чем в Кировске. Но в Кировске подготовка трасс намного лучше. В Кировске трассы шире. Вот. И в Кировске там ровные идеальные трассы. Но не забываем про недостаток Кировска, что в зимнее время там ветра, там полярная ночь, там нифига не видно. Ну, то есть какой-то вообще трэш происходит. Но в конце сезона это Мекка, это просто рай для карверов. Хотите научиться просто кататься, новички, или вы там средний уровень катания, там карвинг вообще оттачиваете, это идеальное место, чтобы закончить сезон. Кировск в этом плане то есть завоевал мое сердечко. Также есть Кировский сноупарк, его делают, как бы он имеется хотя бы в каком-то виде. За это мы уже ставим плюс. Ставим оценку курорту Кировск по трассовому катанию 6 баллов. Домбай. Вообще, когда мы приехали на курорт, мы не вдупляли, какое количество трасс вообще там имеется, как они называются, то есть хотя бы нумерация. Как оказалось, на Домбае нет нумерации трасс, нет названий трасс. На Домбае даже нету официальной карты трасс курорта. По ходу дела они появлялись, там просто ратратчик проехал, там дырку сделал, говорит, о, новая трасса. Такое ощущение складывалось. Я вам серьезно говорю, это чума. Вот. Но мы там вообще обращали внимание на другое, плюсы другие искали. В общем, трассовое катание это все равно у нас было. Я считаю, что это самое плохое трассовое катание из всех курортов, которые мы с вами сейчас сравниваем. Ну, ужаснее некуда. Во-первых, трассы однообразные. Такое ощущение, что там есть 3 основных трассы, и они просто идут параллельно друг другу. Ну, я не понимаю просто разницы. Для меня это одна и та же трасса, которую закопипастили, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C. Вот. Идут они в одном направлении, где-то что-то там пересекаются. Какие-то странные уклоны у трассы, то есть она просто наклонена в бок. Едешь, ничего не понимаешь. Через какие-то гаражи там едешь сверху. Короче, ну трэш. Вот. Трассы узкие, будем честны. Для тренировок, ну максимум там для новичков подходит. Чтобы карвинг хорошо потренировать, не подходит. Не подходят эти трассы. Вот. Подготовка, это, ну, оставляет желать лучшего. То есть мы один раз там приехали, вот прям самый первый спуск мы сделали, там вроде, ну, был вельвет. Там ратрачат трассы. Я не буду говорить, что там вообще забивают болт на это. Реально их ратрачат, но именно качество, там, я не знаю, может, ратраков там, или как укладывают трассу, непонятно. То есть вельвета там застать реально сложновато. Спасает одна трасса под названием Лесная. У этой адекватной трассы и то название есть. Она идет с середины горы в самый низ, там едешь, лесок, слева, справа, антураж классный. Но потом только надо по положнику поскакать, попрыгать. Это дело второе, друзья. То есть это мотивация для вас, чтобы лучше кататься. Но есть свои минусы. Парка никакого на Домбае нет. Соответственно, никакого ночного, вечернего катания нет. Тут комментировать нечего. 3 балла, Домбай. Угу. Желаем развития. Эльбрус. На курорте около 7 трасс. Я думаю, боже мой, великий Эльбрус, который так все восхваляли, и всего лишь там 7 трасс. Не может быть такого. Приехали, может быть. Вот мы сейчас на Эльбрусе.
Что меня реально впечатлило? Да, трасс немного. Трасс меньше, чем в Геше, меньше, чем в Кировске, меньше, чем в Красной Поляне, естественно. Меня впечатлила ширина трасс. Это что-то невероятное. Вы чувствуете такую свободу, такое пространство. Это, кстати, сборная России тренируется. И лыжная сборная, и сборная по сноуборду, там Московская область. Выбирают эти места для тренировки в мае, в июне. И надо понимать, что чем шире трасса, тем меньше она разбивается. Чем уже, люди начинают оттормаживаться, там бугры и так далее. Поэтому трассы сохраняются в очень хорошей кондиции до конца катального дня. Также есть какие-то узенькие ответвления, где можно повжигать. Интересно тоже проехать. Там больше речь не про тренировку, а просто про кайфование. То есть там можно не тренироваться, кайфовать. Тоже есть много каких маленьких ответвлений, когда можно с основной трассы уезжать. В целом это тоже добавляет какого-то интереса. Ну а по сути, здесь одна линия подъемника, уезжаешь направо, уезжаешь налево. И так вот трассы две параллельно друг другу идут до самого низа. Здесь нету парка, нет сноупарка, и здесь, соответственно, нет вечернего катания, никакого освещения не имеем. Я, конечно, за разнообразие трасс снижаем балл, факт. Но за ширину трасс и за качество подготовки мы добавляем балл. Потому что качество подготовки на высоте меня устраивает. Прям получал истинное наслаждение при катании по этому вельвету. Ставлю этому курорту 6 баллов из 10. Архыз. Очень мне напоминает Красную Поляну. Такая уменьшенная версия Красной Поляны с точки зрения трассового катания. Получается трасс больше, чем в Кировске, чем в Геше, чем на Эльбрусе, чем на Донбае, естественно. Но меньше, чем в Красной Поляне. Есть северный склон, есть южный склон. Кондиция снега абсолютно разная на том и на другом склонах. Мне понравилось, как готовят трассы. Кто-то говорит, что что-то им не нравится. Я катался на северном склоне. Вжаривали мы прям до упора, прям до конца дня. Там даже вельвет сохранялся. Это был январь, представляете? И мы катали. То есть покрытие хорошее. Я доволен. Вот. Ребята ратрачат трассы. Разнообразие очень хорошее. Есть какие-то видовые трассы, где ты едешь очень медленно, наслаждаешься видами. Есть трассы с хорошим уклончиком, широкие, узкие. Ну и то, что есть северный и южный склон, это определенный плюс. То есть ты можешь прям путешествовать по курорту. За это точно балл мы начисляем. Ну и у ребят есть сноупарк. Они его в конце сезона построили. Мне присылали видосы. Молодцы. То есть какое-то развитие курорта идет. Насколько я помню, стараются каждый год делать там сноупарк. И есть отдельные прям склоны и подъемники для новичков. Прям выделенные трассы с очень приятным уклоном. За это тоже мы ставим плюсик Архызу. В целом Архыз у нас получает 7 баллов из 10. Подводим промежуточные итоги. Первое место у нас занимают курорты Красной Поляны. 9 баллов за фрирайд, 8 баллов за трассы. Итого 17 баллов. Второе место занимает Эльбрус. 7 баллов фрирайд, 6 баллов трассовое катание, общий балл 13. Третье место поделили два курорта Шерегеш и Архыз. Шерегеш 5 баллов фрирайд, 6 баллов трассовое катание, общий балл 11. Архыз 4 балла фрирайд, 7 баллов трассовое катание и также общий балл 11. Четвертое место занял Донбай. 7 баллов фрирайд, 3 балла трассовое катание, общий балл 10. И Кировск 3 балла фрирайд, 6 баллов трассовое катание, общий балл 9. Ну а мы продолжаем. Смотрю на ребят, которые здесь катают из сборной, и понимаю, что я очень хочу прям с ними сейчас покататься. Мы еще с тренером там поговорили чуть, обменялись опытом. Он мне подсказал, посмотрел мое видео. Я просто хочу оставить камеру и просто потренироваться. Смотрю на ребят, понимаю, что мне так есть куда стремиться. Вообще, когда встречаете человека, который вам говорит: я научился всему, уже все, мне некуда дальше учиться и тренироваться, бегите подальше от такого человека. Нам всем есть какие ошибки исправлять, учиться чему-то новому и так далее. Ребятушки, поэтому я специально для вас сделал библиотеку знаний
с нашими видеоуроками по технике катания для новичков, по карвингу, по тому же, по фрирайду, по фристайлу, конечно же. Доступ получайте по ссылочке в описании к этому видео, наслаждайтесь, получайте опыт. На YouTube также много бесплатных уроков. Пересматривайте, освежайте память, тренируйтесь на горе. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money is my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew out my baby, told her rub me like I'm Epcot. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Сейчас обсуждаем красоту природы. Будем сравнивать каждый курорт. Мое супер субъективное мнение. Шерегеш. Первое, что хочется сказать, это рассвет и закат. Когда мы приезжаем в Шерегеш, обязательно делаем спуск на закате, потому что солнце оранжевое, и весь склон становится оранжевым, просто заливает все это такими красками, ты спускаешься, и я ни на каком курорте, честно говоря, вот в таком формате не спускался с горы. Рассветы тоже отдельная история, сложно, кстати, на фото-видео отличить рассвет и закат в Шерегеше, ну, более опытные ребята смогут это сделать, но по уровню красоты это одинаковые вещи. Вот на рассвете мы катаемся с Албана зеленой, также заливает все оранжевым цветом, как будто солнце максимально приблизилось к земле, особенно к курорту Шерегеш. Яркое-яркое. Бывает, что облака спускаются и солнце пробивается через облака. Все это вперемешку дает невероятные какие-то эмоции. Гор нету в Шерегеше, это больше такие холмики. Но даже эти холмики могут делать очень красивую картинку. Конечно, от гор впечатлений больше, как по мне, но все же закаты и рассветы просто невероятные. Я ставлю Шерегешу 7 баллов из 10. Курорты Красной Поляны – это уже здоровенные горы. Вы, когда поднимаетесь наверх, вы чувствуете масштаб. Масштаб гор такой, что вы ощущаете себя очень маленьким человечком, и это придает еще большей остроты ощущений. Здоровенные, острые горы, которые находятся, к сожалению, не так близко, как хотелось бы. Многие горы находятся очень-очень далеко, и они примерно выровнены в один уровень. То есть нет такого, что одна гора прям здоровенная, другая ниже. Там какая-то такая гряда идет из гор на заднем фоне. Но все равно ощущение дает офигительное. Если также смотреть в разные стороны хребта на Красной Поляне, то там можно тоже насладиться этими видами. Такого в Шерегеше вы точно не встретите. Ну, высота горы там 2300 и отвесные буквально какие-то скалы, маршруты, которые можно увидеть прямо поднявшись наверх. Но, понятное дело, красиво, бесспорно. Но, друзья мои, мне есть с чем сравнить. И сейчас вы узнаете, что будет дальше. А курорту Красная Поляна я ставлю 7 баллов из 10. Также выровнялись с Шерегешем. Кировск. В этом месте ничего сверхъестественного мне не запомнилось. Очень напоминает Шерегеш, но таких-то, например, рассветов, таких закатов я не увидел. Что-то, что прям сносит крышу, такого нет. Но все равно общая картинка достойная, прям интересная. Чувство, что ты катаешься с горы, присутствует. Чувство, что вот такой масштаб у тебя вокруг горы тоже есть. Эти ощущения у вас все равно имеются. Естественно, я бы хотел отметить северное сияние, которое есть на севере. Северное на севере, в Кировске. Оно тоже бывает ночью, может, сидишь, там, оп,
через окно оно виднеется. На меня не произвело абсолютно никакого впечатления. Просто, ну, как бы радуга какая-то среди ночи, причем такая очень тусклая. Кто-то сытся кипятком. Я лишь вам даю обратную связь. Вот внутри что-то шевельнулось или нет. Вот у меня не шевельнулось. Хотя общая картинка весьма-весьма неплоха. Я ставлю 5 баллов из 10 Кировску. Домбай. Это место для меня было открытием. Я приехал туда после Красной Поляны. У меня голова закружилась моментально. Я не понял, как такая красота прячется где-то в России. Как такое количество, как такое маленькое количество людей в принципе знает и видела о существовании таких мест в России. Ощущение следующее. Горы настолько здоровенные, они острые, и они находятся очень близко. Как будто на взвешивании боев без правил, вот это два соперника подошли, нюхают, обнюхивают друг друга. То же самое у вас. Вы на Домбай приезжаете, гора прям вот впритык к вам стоит. Ощущения крышесносные. Я вот уже заколебался прилагательные подбирать для вас, ребят. Все равно никак это не передать. То есть надо один раз побывать. То, что вы сейчас видите на экране, это, конечно, чуть-чуть передает эту атмосферу. Но когда вы побываете там, когда вы подниметесь вверх, вы прозреете. И вот именно этот момент на меня произвел максимальное впечатление. То есть это... Я не хочу больше ничего здесь добавлять. Внутренние ощущения, они мне подсказали. 8 баллов из 10 Домбая. Это великолепно. Этот раздел мы снимаем на фоне ледника. Мы сидим сейчас на леднике, а возможно и в леднике. Рядом с нами 2-метровые сосульки. Бирюзовые ледяные стены. Кого мы еще здесь увидим? Снежного человека. Что еще нас может так удивить? Мы, когда первый раз сюда приехали, я побежал трогать этот ледник, лапать его, гладить, потому что у меня вообще крыша слетела абсолютно. Я когда первый раз проехался по нему, я пищал, как маленький ребенок, которому первый раз подарили PlayStation на день рождения. Я долго еще должен держать сосульку в руках эту 2-метровую? Так, все. Это боевая сосуля, мы с ней пойдем на охоту на козлов. Их очень много тут. В общем, это ледник Эльбруса, это крышесносная история. Для меня это особенность Эльбруса, которая запоминается вот прям точно навсегда. Ни на каком курорте в России я не видел ледников, я не сидел на них, я не катался внутри ледника. Посмотрите, какую фотку мы сделали с Мишаней Волковым. Бам! Она появилась тут. Мишаня даже поставил ее себе на рабочий стол, а это уже о чем-то говорит. Великолепие. Эльбрус, кроме вот этих прекрасных ледников, это очень-очень красивый. Ну что это, знаете, мое скудоумие не позволяет передать вот эту невероятную красоту. Ты находишься в такой эйфории, первый раз, когда поднимаешься на Эльбрус, мне кажется, на уровне химии у тебя в мозг стреляет гормоны, и ты потом на диком расслабоне ходишь целый день. Потому что когда ты спускаешься и вокруг видишь такие горы, причем они максимально разные, есть какие-то острые, есть такие соединенные вместе, повыше, пониже. И прям хребет находится на оптимальном расстоянии. На Красной Поляне горы очень далеко. На Домбае прям близко-близко, а на Эльбрусе они вот где-то посерединке. Кайфануть, посмотреть на них, насладиться. И ты едешь и наслаждаешься, и наслаждаешься. Сколько можно наслаждаться, я не понимаю. Плюс эти ледники, это, ну и все. 9 баллов из 10 Эльбрусу. По красоте природы тут даже не с чем спорить. Архыз очень сильно напоминает Красную Поляну. Я когда приехал, ты же Красная Поляна. Такие же абсолютно виды, такие же абсолютно горы. Но на Архызе чуть меньше каких-то, знаете, сильных уклонов, которые есть на Роза-Хутор, например, что ты сбоку смотришь, и там прям рельеф горы такой острый вырисовывается.
Такого на Архизе нет. Вот, то есть курорт поменьше, в принципе. Но в целом то же самое, то, что я рассказывал про Красную Поляну, да. Поэтому балл ставим 7 из 10. Подводим промежуточные итоги. На первом месте пока идет Красная Поляна, 24 балла. На втором месте в притирочку, дышит в нос прям. Дышит в нос, такое есть выражение? Дышит в спину. Эльбрус, 22 балла. И третье место, ух ты, это удивительно. Третье место у нас аж целых 3 курорта поделили. Это Шерегеш, это Домбай и это Архыз. У них у всех по 18 баллов. И на четвертом месте Кировск, 14 баллов. Ну а мы с вами переходим к заключительному критерию сравнения — инфраструктура. Сейчас поговорим про инфраструктуру, что я под этим подразумеваю. Это, конечно же, сервис, это какие-то бары или ночные клубы, где можно повеселиться, это рестораны и кафе, где можно отдохнуть как на горе, так и вне горки. Конечно же, магазины, ну и, возможно, затронем тему такси. Шерегеш. На этом курорте в целом неплохой сервис. Единственное замечание к таксистам. Потому что там не работает Яндекс.Такси, там нету Убера, вообще ничего. Только по телефону звонишь, вызываешь машины, и когда паудер-день, когда там праздники какие-то, невозможно дозвониться в такси, невозможно уехать из дома. По 30 минут просто сидим дома и не можем никуда уехать. Что касается баров, ночных клубов, развлечений, конечно же, это бары Рукс и Грелка прямо на курорте. Это лучшие апрески в России, которые я знаю. Также ночной клуб «Бункер». Еще уже какие-то кальянные появились, множество разных вещей в Шерегеше, так что в этом плане все супер. Что касается ресторанов. В принципе, еда на горе, даже в том же Руксе, в той же Грелке, очень хорошего качества. То есть я в восторге всегда, когда заказываю. Также есть ресторан, например, Горный, Альпин Клаб, Коричал наверху, пельмешки с крабом. Что касается магазинов, множество супермаркетов, Магниты, Пятерочки. Вот все, что захотите на любой вкус, все это есть. Очень развитая инфраструктура рядом с подъемником, много отелей очень хороших, и дорогие, и побюджетнее, и хостелы. Также рядом поселок, где есть квартиры, которые можно арендовать, и бабушкин ремонт, и евроремонт. Все, что захотите, там имеется. И поэтому ставим 7 баллов из 10 Шерегешем. Что там по инфраструктуре в Красной Поляне? Первое, начнем с сервиса. Конечно, он прекрасен. Вообще, ну, никаких замечаний, никаких нареканий я, по крайней мере, сказать не могу. Далее, какие-то бары, потусить, ночные клубы, ну, это бар свои, там не только электронная музыка бывает, там живая музыка, очень приятная атмосфера. Симач на Поляне есть, друзья. Вот. Множество разных других баров, есть Кенни-бар, на ваш выбор абсолютно. Там Мамонт есть наверху, Райдерс Лодж тоже какие-то вечеринки устраивает. То есть можно найти, где потусить. В принципе, это имеется. После апрески есть бар Аляска на Роза-Хутор. Что-то более-менее похожее на апрески. Честно, мне не нравится и никогда не нравилось там находиться. Ну, как по сравнению с Шерегешским Руксом, вообще ни о чем. Вот. Если говорить про рестораны, где можно покушать, ну, здесь выбор невероятно огромный. Red Fox, сыроварня, чего только стоит. Но мое любимое — это Фобошная, которая находится напротив горки Мола. Честно, есть еще и Груша на горе, Варежка, то есть очень много и кафешек, и ресторанов. Касаемо магазинов, есть супермаркеты, есть какая-то вегетарианская, есть эко-еда, есть Ростикс, KFC, Макдональдс даже. То есть все это есть на Красной Поляне, выбор огромен, алкогольные магазины и так далее, с этим проблем нет. Такси, все работает, Uber работает, Яндекс.Такси работает, каршеринг есть. Ставлю этому курорту 9 баллов из 10, только потому что апрески полностью провален. Кировск. Вообще с виду это маленький, обычный город, ничего сверхъестественного.
Что касается сервиса, обычный сервис, как в любом там, практически другом городе России. Что касается каких-то развлечений, там один бар на весь курорт. Где-то в центре города находится, я слышал про это. Иногда в апрески там музычку диджей включает, просто на улице все сидят, пивасик пьют, ну на этом все. Вот. Это маленький городок, там есть какие-то рестораны, в целом там есть приличные места, я даже забегал куда-то, на этом все. Ничего сверхъестественного, выдающегося там нет. Вот. Что касается магазинов, все с этим окей, магниты, пятерочки тоже имеются. Мы там Мак и Рулет всегда брали, кайфовали. Такси, даже Яндекс.Такси работает, ну и в принципе с этим все нормально. Ничего выдающегося, ну и нет чего-то супер плохого. Хотел добавить, на Горнолыжке построили большой ресторан, это большой плюс курорту, в копилочку. Ну кроме этого ресторана там 2 каких-то кафешечки деревянных и больше ничего нет. Вот, соответственно, сами делайте выводы по поводу инфраструктуры. Вокруг нету ни отелей, только какие-то жилые дома, 5-этажки. Там в аренду квартиры какие-то будет снимать максимум. И стоят они прям как в Москве. Вот, собственно, и все. Ставлю оценку 6 из 10 Кировску. Это Эльбрус, детка, пацаны поднялись. Обычно они на конях так хреначат, а сейчас уже вот на грузовике. Сейчас расскажу про Домбай, Эльбрус и Архыз. Все это одна локация. Кабардино-Балкарская республика. Находятся курорты недалеко друг от друга. Первое, ну вообще, в общем, хочу сказать по поводу сервиса. Очень много информации на этот счет. Могут вам рассказать люди, которые здесь были. Да, с сервисом есть проблемы. Но не потому, что люди хотят как-то, нагрубить кому-то, то есть специально там настроение какое-то испортить, ну, можете понять, да? Мне кажется, это просто такой вопрос менталитета. Мы даже вот отдыхали там в 4-звездочном отеле на Эльбрусе, и там, на ресепшене человек, мужчина, говорит, на «ты» начал общаться со мной, я, честно говоря, не понял, знакомый даже с ним, не знает меня. И дело в том, что это происходит непроизвольно, просто люди вот так общаются. Ну вот как вот с соседями, с друзьями, у них нет каких-то социальных границ. Вот они всегда так общаются. И поэтому они это делают не со зла, это просто так получается. И когда ты это понимаешь, когда ты здесь проводишь, больше месяца времени, ты начинаешь это принимать и понимать, почему так происходит, и для тебя это становится нормальным. Ты уже так резко не реагируешь. Как после Москвы там сидите, там и вам то, вам это, там 5-10, здесь да все проще. Ты куда поехал? Да я туда. Ну ладно, давай подкину там. Что будешь выбирать, там, что будешь есть и так далее. Вот мое такое субъективное мнение, это в общем. Домбай. Там с точки зрения сервиса сказал, с точки зрения отдыха, каких-то баров, вечеринок, какой-то подпольный бар есть. Я про него слышал, сам там не был. Что касается ресторанов, пара кафе, пара ресторанчиков есть, обычные кафешки. Ничего сверхъестественного. Ну и, соответственно, магазины, супермаркетов там нет, забудьте. То есть инфраструктура, то есть все, что находится рядом там с канатной дорогой, в зачаточном состоянии. Колибри кофе удивило, что вот это европейская кофейня какая-то. Я прям обрадовался. В целом могу поставить оценку Домбая по инфраструктуре 5 баллов из 10. Эльбрус. На Эльбрусе практически идентичная ситуация с Домбаем и с Архызом тоже. Супермаркетов нет, какие-то маленькие магазинчики имеются, да. Отели, гостиницы, они разбросаны абсолютно по всему. Тирскол есть, Чегет. Какие-то есть хорошие, какие-то не очень, больше не очень, чем там элитных каких-то супердорогих. Мы живем, например, в квартире, там евроремонт вообще суперовый, отличная квартира, я офигел. Кто-то живет прям в бабушкином ремонте, то есть если поискать, можно найти. Таксисты только по звонку, естественно. Никаких развлечений ночных здесь нет. Бары на поляне, Чегет какие-то там работают, крафтовое пиво наливают, и все. Кальянная какая-то есть. В целом на этом все. Есть кафешки, многие, ты заходишь, там официант к тебе не подходит, хотя это его обязанности. Там пытаешься его догнать, что-то заказать, про тебя забывают. То есть вообще какая-то неразбериха вообще, всем так все равно. Я думаю, что люди на таком расслабоне, на таком чиллауте живут, им вообще насрать, что ты там, деньги там, им что-то платишь за еду в ресторане, да, им просто по кайфу. На расслабоне двигаются. Вот, собственно, и все. Вот мы сейчас, кстати, находимся в Тирсколе, это рядом с Эльбрусом. Это, кстати, один из таких микропоселочков, очень развитых здесь.
Это вот здесь такая инфраструктура. Вон там уже магазин с рыбкой. Ну, в общем, Эльбрусу я ставлю оценку 5 баллов из 10. Итак, Архыз. Что касается развлечений, тоже голяк вообще. На горе иногда устраивали там какие-то вечеринки в баре, музычку включали, но мы этого не застали. Но слухи ходят, что да, вечеринки какие-то есть, но супер закрытые. Что касается ресторанов, на самой горе офигенный, здоровенный просто рестик. Обалденные там хэчины готовят, мясо-сыр на северном склоне. Я там ходил на завтрак тоже в какой-то европейского стандарта, какой-то ресторан-отель. В общем, отели офигительные есть. Рестораны, кафешечки неплохие тоже имеются. Магазинов нет. Один супермаркет там рядом с Архызом. В Архызе, там в поселке в этом находится. Там все тусят вообще. Ну как супермаркет. Это даже не пятерочка, но меньше раза в 4. Вот. Соответственно, такси тоже по звонку и стоит 500 рублей. Там проехать 10 минут, 500 рублей, все. Самое дорогое такси у нас из всех курортов, дороже, чем на Красной Поляне. Это ужас вообще. Вот. Соответственно, курорт сам обустроен великолепно. Там есть инфоцентр, заходишь, все красиво. Стоят девушки на инфоцентре, все помогают, рассказывают. Прокаты и так далее, то есть все сделано великолепно. Такой, знаете, курорт, копипаст Роза Хутор, ну, по крайней мере, внутри курорта по инфраструктуре. Но выходишь чуть за курорт, там начинается поселок, какие-то домики просто в лесу стоят и ничего. Вот. Но все же я ставлю оценку Архызу 6 баллов из 10. Ребята, я понимаю, что вы, возможно, были на этих курортах и выделили для себя какие-то другие плюсы и минусы. Напишите об этом в комментариях. Мы будем читать. Потому что я, может, что-то не заметил, что-то не увидел. Будет интересно всем. Настало время подвести финальные итоги. Напоминаю, что это субъективно моя оценка этих курортов. Поэтому делайте выводы сами, думайте своей головой, но можете присмотреться к тому, что я сказал. Итак, на 6-м месте у нас Кировск, 20 баллов. Кировск – великолепное место в конце сезона приехать покататься. Не потусить, не покуролесить, не в рестораны сходить. Просто в конце сезона покататься. Там идеальная кондиция снега и идеальная погода для катания. 5-е место, 23 балла, занимает Домбай. Я нахваливал это место касаемо фрирайда, обожаю там фрирайд, но по всем остальным показателям это место в просадке. С точки зрения антуража, это, ну, вы просто на 20 лет перемещаетесь назад, живете в каком-то ущелье, горы перед вами, вы просто с ума сходите. То есть много плюсов, много плюсов. Возможно, вам трассовое катание еще что-то не надо, но тоже присмотритесь. 4-е место, 24 балла. У нас разница в 1 балл всего. Это курорт Архыз. Я знаю, многие обожают это место, ездят только туда, на Эльбрус не суются, на Домбай не ездят, только Архыз им нравится, даже другие курорты не нравятся. Друзья, у меня здесь был критерий фрирайд, и Архыз минимальную оценку получил. Если вам фрирайд не нужен, присмотритесь к другим критериям. Архыз у вас сразу же там будет в 3. Задумайтесь, think about it. Так, место для катания по трассам кайф, для отдыха тоже классно. 3-е место, 25 баллов. Опять разница в 1 балл с 4-м местом. Курорт Шерегеш. Шерегеш обожаю. Такой универсальный курорт, и качественно покататься. И во фрирайде чуть-чуть и по трассам, и отдохнуть, и спа, и классные отели, и сервис неплохой. Все очень умеренно в Шерегеше. В целом заслуженное 3-е место. 2-е место, 27 баллов, уже разница в 2 балла. Эльбрус. Эльбрус, неописуемая красота, самый высокий балл вообще. Красивее в России сложно что-то найти. Сходишь с ума здесь. Поэтому 2-е... Не поэтому, ёпарасоте. Тут много других вещей, очень важно. Кстати, на Эльбрусе планируют расширить трассовое катание. Уже проект сделан, уже какие-то работы ведутся. Поэтому здесь трассового катания будет больше, фрирайда будет больше. Имейте это в виду. Я думаю, что этот курорт может соперничать с Розой Хутор. Возможно. Но Роза Хутор уже
совсем впереди. Но все равно молодцы ребята, давайте стараться. Первое место, 33 балла, разница. Корова, блин, морщит этого бегуна. Разница 5 баллов, первое место. Курорты Красной Поляны. Ну, бесспорно. Для многих это было очевидно, для кого-то нет. Я понимал, да, что Красная Поляна выиграет. Почему? Потому что это уже, по сути, Европа. То есть ты приезжаешь, это маленький европейский городок. Все абсолютно есть. Очень много вариативности катания, канаток, отдыха. Детей отдали туда, сами пошли тусить туда. Спа, рестораны, катание, фрирайд, хелиски. Тут все в одном месте собрано. Качество великолепное. Заслуженное первое место. С вами был Алексей Соболев. Я уверен, мы с вами еще увидимся. Подписывайтесь на канал, чтобы не теряться. Колокольчик жмите, чтобы не пропустить новые ролики. Котенок! До свидания. Там корова. Смотри. Ух ты. Вон там. Блин, кстати, вот тут на Эльбрусе, на Домбае, на Архизе, тут коровы просто по городу ходят. Прям по дороге. Прям вот дорога. Выходим, коровы тусят, машины ездят туда-сюда. Кто-то на конях, короче, здесь гоняет. Вообще нормально.